Вот так сейчас выглядит вход в заброшенную часть ФСБ. Это были погранцы. Ворота полностью разрушены, но войти туда можно, они не закрыты. Остались следы колючей проволоки. Ну, не следы, какие-то элементы. Еще не все. Здесь разрушили. Ну, черметчики поработали. В принципе, здесь все вывезено. Даже снаружи видно, что дальше вот там была полоса. Полоса с колючкой. То есть, видите, забор идет. Дальше уже такие вот... Не знаю, видно, не видно. Сейчас внутрь зайду, поближе покажу. То есть, даже перепрыгнув через забор, не так просто было бы пробраться внутрь. Что из построек осталось немного. Какая-то будка. Там дальше, насколько я помню, гараж. Здесь была казарма. Вот это вот разваленная кирпичная. И дальше был дом офицеров, где жила, наверное, семья или две. Сейчас, видите, он сгоревший, остались одни трубы. Когда я здесь был, если не ошибаюсь, в конце зимы, этот дом еще стоял, я его застал. У меня есть зимние фотки, просто там фильм не сложился. Мало я наснимал, какие-то кадры пропали, да. Но если я найду, я вставлю здесь. Этот дом был еще целый, внутри была мебель кое-где, то есть там было на что еще посмотреть. Вот. Но сейчас все эти здания обойду, посмотрю, что изменилось. Ну, разрушенное здание сгоревшее. Чуть дальше. Вообще издалека похоже на жилое здание, но двери открыты, все открыто, поэтому даже вон подвал, похоже, открыт. Ну вот непонятно предназначение сооружения, не знаю, может быть там собаки или кого-то держали. Полевая свинка. Вот. Здесь такой холм, да, то есть вот на холме, в нем, то есть под нами что-то было. Ну или есть до сих пор. Я когда зимой, ну вот по снегу еще здесь лазил, то отверстия были видны. Сейчас я найду. В зелени сложнее это сделать, но можно. Вот это здание похоже на гараж. Ну, судя по его наполнению, сейчас тоже зайду, покажу. Ну, во всяком случае, раньше я что-то подумал, что это гараж был. Здесь такая постройка, она без крыши. Крыша снята. Ну и внутри, ну, может быть, это был погреб. Хранили, например, овощи или еду какую-то для солдат. Вот здесь все в колючке с этой стороны. Такой сосновый бор здесь. Хвойный, прям запах хвои. И вот встречаются ямки, черметчики. То есть вот они. Железку, явно металлоискателем. Да, вот выкопанный дерн. Вот еще яма. Кирпичи. Здесь черметчики поработали. Вот она колючка. Скорее всего, раньше была под напряжением. Но сейчас уже я не проверял, но скорее всего нет. Ну да, под напряжением было явно, потому что вот тут такие. И вот она туда уходит. В принципе, территория не очень большая. Ладно, пойдем в гараж. С этой стороны забора уже, не знаю, был, не был, но его не осталось. Осталась только колючка. А здесь примыкает вот эта
Вот зимой еще вот это здание стояло. Тоже, если найду кадры, вставлю зимние. Так здесь уже, конечно, это что? Показалась трубка от телефона. Ну вот. Такой сарайчик. Здесь очень похоже, что держали животных. Значит, на гараж что-то мне показалось, это, наверное, соседний был. Хотя, может, я ошибаюсь. Лежат вот всякие такие похожие на запчасти. Вон зеркало от машины. Что-то еще здесь было. Сейчас уже поменьше осталось. Ну такое все. Ну, фильтры. Ну, в общем-то, поэтому я решил, что здесь был гараж. Вот еще приборка. Вот это тоже от машины. Да, как. Ну все, пойдем дальше. Должен быть еще бункер. А вон вход в этот холм. Сейчас туда еще заглянем. Так, здесь немножко можно тоже заглянуть. Тут какой-то домик, точнее грибок. Да, и там какие-то тоже запчасти валяются. Все уже завалено, там не посмотреть. Сейчас вот в это здание зайдем, оно сгоревшее. И вон там, в холм. И дальше пойдем территорию смотреть. Там вот дальше, вот в той части есть провалы в землю. То есть там, по ходу дела, бункер-то и был. Вентиляция, скорее всего, в этом. Вот вход в холм в этот. Ну, здесь особо ничего тоже не сохранилось. Для чего это было? Или их замуровали уже, или это были такие небольшие, как бы, погреба. Непонятно. Здесь тоже ничего не сохранилось. Что это было? Не могу сказать, но все сгоревшее. Вот он потолок сгоревший. Да, опять-таки валяются машины, части какие-то. Ну, запах такой соляры стоит. Не знаю, что. Может, КПП какой-то. Хотя вот трубы. И такой эпический вид отсюда на сгоревший дом. Ну вот вблизи эта казарма разрушенная. Разворованная вся уже. Такой вид. Здесь вот люк. Вот такие отверстия будут дальше. Ну не люки, а даже маркировка вот какая-то осталась. Сейчас увеличу. Такие отверстия в траве встречаются дальше. Но здесь, я смотрю, сейчас травка такая не густая. По снегу было опасней. Вот. Сейчас пойду поищу, что осталось там. Ну вот остатки сгоревшего дома офицеров. Вот, по-моему, по инфе из инета здесь пара семей жили. Здесь вот даже что-то еще осталось. Вот, ну то есть тоже сгоревший, пахнет прям гарью здесь. Хотя каким-то образом вот эта елка уцелела. Не знаю, если этот дом горел, а он большой, на 2 семьи, то вот еще один колодец.
И вот эти вот вещи тоже надо посмотреть. Возможно, это какие-то шахты вентиляционные, а бункер под нами. Так, я еще вижу вот там вдалеке здание какое-то. Вот там я не был. Туда я не добрался. Вот сейчас надо пойти посмотреть. Оно сохранилось, что удивительно. Вот если осмотреть территорию, туда еще дорога уходит. Я туда не ходил. Здесь вот я вижу. Возможно, машины наезжали, чинили. А может, вход куда-то. Сейчас надо посмотреть. Дальше вот это здание. Вон оно. И здесь еще такой холм. И очень похоже, что у него наверху бетонная плита. Возможно, это вход. Да. Вот это какой-то... Блин, он затоплен. Он затоплен. Ладно, может быть и спущусь. Сапоги нужны. А я вот в чем. Но сапоги есть в машине. Пока осмотрю дальше территорию. Здесь перерыто, видимо, от пожара. Здесь еще один колодец затопленный. Лестница вырезана. Вниз не спуститься без оборудования. А здесь лампа, выключатель. А, здесь настилом закрыто. Там дыра. Можно провалиться. В общем, короче, да, там что-то идет туда. Вот здесь все перекопано. Здесь тоже вон ямы какие. Все, вот уже забор идет, конец территории. Она небольшая. Вот эта башенка. Вот среди этих окоп, это, скорее всего, не от пожаров, а кабель канала выкапывали. То есть вот идет, да, канал, входит вот сюда в колодец. Колодец не затоплен, но лестница вырезана. Вот у нее здесь закрывашка была, ее срезали, крышка. Ну, в общем, ничего не осталось, но... То есть и кабеля, видите, обмотка кабелей осталась даже, куски. То есть кабеля выкапывали тоже на черме. Все подчистую. Вон еще впереди. Здесь все выкопано, все. Зато можно посмотреть, как шли коммуникации. Вон они. Да, вот кабеля уходили в кабель-каналы в эти. И вот так они все соединялись. Здесь тоже колодец. Да. Здесь очень опасно зимой. Можно по снегу прийти и уйти в такой колодец. Везде ямы копарей, чермичек. Вон еще.
Вон прям следы, как резали оплавленный металл. О, муравейник здесь. Там внизу вода. Вода, кусок чего-то железного, кстати, почему-то не взято. И такой вот спуск. Блин, я вот чувствую, сколько здесь людей могло ноги переломать-то. Хоть бы закидали. Вот тоже выкопано. То есть они выкапывали и вырезали аж там вода. Вот так вот, блядь. Можно охрененно уйти вниз. Ну, я, правда, в эту дырку бы не пролез, конечно. Но грунт вот тупо подо мной осыпался, и все. И туда. Ну, то есть, судя по звуку, понятно, да, что может быть, если вы будете невнимательны. Руки должны быть свободны. Понятно, что в одной руке камера, ну, поэтому есть крепление. Вот, но во всяком случае вторая рука вот не как у меня с очками, а вторая рука должна быть свободна. Ну, вот такой дорожкой идут ямы, видите, к казармам. Там дальше вот смотреть надо, подойти поближе, что это. Вот. И здесь еще один спуск вниз. Возможно, не спуск. Да, здесь какое-то более конкретное бетонное сооружение. Ну, внутри здесь ничего. Не глубоко и воды нет, а вот здесь уже сейчас. А здесь уже глубоко. Вот сюда я зимой доходил, да, я эти дыры видел. Снега уже было мало, или еще мало, не помню. И эти дыры были видны. Ну вот куски вырезанных проводов. Здесь тоже как бы двухэтажные такие, наверное, из-за солнца не видно. Ну вот, там внизу вода, а в первой части более-менее сухо. Вот так она выглядит с поляны. Так, вот там еще была какая-то постройка. Она тоже обвалилась. Сейчас до нее тоже дойдем, посмотрим. Вот здесь сейчас хочу глянуть, что здесь такое. Здесь разрушенный тоже вот это навес, что ли, был. А, ну здесь кабеля, вот они идут как раз. Кабеля. Вот они обрезаны. И вот эти каналы, по которым они шли дальше. Туда уходят дальше, за территорию. Ну, здесь такой прям спуск идет. Видите, вниз. И какая-то постройка была. Ну, что за постройка, уже, скорее всего, не понять. Потому что все погреблено под крышей. Какой-то коммутационный. А хотя нет, здесь это деревянные были хозпостройки. Туда дальше в лес уходит тропинка.
за территорию. Ну вот это вот все, что от нее осталось. Так, все, сейчас надеваю сапоги, беру GoPro со светом и лезу в бункер.